Всем привет! Я так подумал, чтобы не затягивать видео, сейчас я проверю свой микрофон, хорошо ли он тут стоит настроен, пишет ли он, и поедем. Так, вроде бы пишет. Значит, чтобы не затягивать видео, первое, я ездил сюда по делам, буду ехать обратно. Специально попробую поехать другими улочками и Буэнос-Айреса и поговорим на тему, так как мне все равно пока еду сам скучно. А так я со зрителями поговорим на тему, что такое плохой и хороший район в Буэнос-Айресе. Это уже недельки две назад мне написал человек, говорит, что я никак не пойму, вы когда рассказываете там про Буэнос-Айрес, всегда говорите плохой, хороший район, а чем они, мол, типа отличаются, в чем разница? Ну, вот, думаю, пока я еду по всяким районам, заодно и рассмотрим этот вопрос, как вы считаете, тоже прав я, не прав. Вот, допустим, сейчас мы находимся в районе, который называется Кабажито, да? Смотрите, в основном район состоит из таких небольших многоэтажек и частных домов. Вот это, кстати, Плаза это парк. Вон, слева. Ирланда. Плаза Ирланда, то есть парк Ирландия. Ладненько, сейчас я буду ехать, как говорят, по этому самому стараться, не по тому же самому дороге, которой мы сюда ехали, а поеду по какой-нибудь, к примеру, как мне GPS указывает. Таким образом, может, будем что-то другое рассматривать. То есть, как вы считаете, вот хороший район или плохой, вот жить в таком районе, где, к примеру, в основном небольшие дома и частный сектор? Вот. Я считаю, что этот район довольно более-менее нормальный, особенно для тех людей, которые здесь живут, и он гораздо дешевле. Но в то же время, где много частного сектора, там немного меньше людей, грубо выражаясь, и здесь все-таки частный сектор есть частный сектор. Не так прямо, я считаю, вот безопасно, как, к примеру, на каком-нибудь, где куча магазинов, куча этих самых, куча магазинов, куча квартир в многостройках. Может, здесь, конечно, интереснее жить в своем доме, но мне почему-то больше нравится, к примеру, жить там, где больше народу, многоэтажки и все такое, где рядом магазины, школы, предприятия, одним словом, там, где есть какое-то больше движения. Хотя это на любителя. Я бы не сказал, что вот это, к примеру, плохой район, но в то же время, если был выбор жить на Бельграно или жить, как говорят, здесь, я бы, наверное, выбрал Бельграно, если бы купил квартиру. Но многие даже здесь могут, то, что ты снимаешь на Бельграно, честно говоря, за эти деньги он здесь может снять гораздо большую территорию. Гораздо больше. То есть тут дешевле. Но это не значит, что тут бегают с утра до вечера какие-то там бандиты или еще что-нибудь. Ну не такое. Вот смотрите, сколько мы едем, я не могу найти какой-нибудь там супермаркет, магазин, да, вот. Плюс, опять же, в твой дом залезут, тебе, как говорят, ограбить или еще что-нибудь. У тебя нету там ни соседей, которые посмотрели, что-то сказали, никаких, ну, не знаю, они, вот это спальные районы очень отличаются от этого. И чем больше к окраине Капиталь Федераля, тем менее они безопасны, если честно сказать. То, допустим, вот здесь рядом находится район Флорес. Бахо Флорес Вижи находится, допустим, Чакарита. Та же самая Чакарита, что я в прошлый раз рассказывал, и сейчас будем проезжать. То же самое. С одной стороны, вроде бы и недалеко, и все крутенько, но там рядом и Вижи. То есть, сами понимаете, Вижи это такие, ну, как бы, самозастрои, можно так сказать, определенные районы, где собирается все неблагонадежное. Это не обязательно, что там все прямо бандиты, нет, конечно, но и много чего, своих правил жизни, и по-нормальному, если ты не знаешь Вижи, лучше туда не лазить. Вообще есть люди, которые и там живут, и знают, и они себя чувствуют там, как говорят, как рыба в воде. Но это все на любителя. Ну вот районы такие, смотрите, вот
примеру, мы будем ехать и будем рассматривать многие районы, которые нам будут попадаться. Вроде ничего плохого, но в то же время и нету такой движухи, как бы, вот мы находимся в этом районе, видите, какое все, вот такое оно, нету много магазинов, нету никакой движухи. Чтобы что-то купить, надо куда-то ехать, чтобы сходить к какому-то врачу, надо где-то его еще найти, этого врача, то есть надо поехать куда-то дальше, надо сесть и куда-то ехать, то есть нету все под носом. А есть такие районы, где все под носом. Хотя я вот, к примеру, сказал, там Вижи, то все пропугал. Ну, можно сказать по-другому, что на Палермо тоже недалеко Вижа. И тоже всегда отдает о себе знать. Потому что даже на Палермо через железную дорогу уже у вас там будет Вижа, которая на ориентиру находится. То есть вот такой район частного сектора. Я бы, к примеру, он есть и на Бельграно такой частный сектор, и в Нунисе есть такой частный сектор. Но почему-то я себя там чувствую более, скажем так, более безопасно, что ли. Более не буду идти и оглядываться, а в этих районах, может быть, и посмотришь, ага, кто там шастает. Потому что народу мало. И, не знаю, вот с этим как-то все. Вот смотрите, сколько едем, первый овощной магазин я увидел, вон, видите? А если я выйду в нашем районе, я увижу, к примеру, вот какая дорога. Если я выйду в нашем районе, я вокруг себя за 100 метров найду, ну, 4 овощных магазинов, 5 овощных магазинов. На 100 метров друг от друга увижу 5 овощных магазинов. Здесь я вот сколько проехал, сколько мы начали ехать, мы увидели один овощной магазин. То есть мы не увидели ни одного супермаркета, я не увидел ни одного открытого киоска, к примеру. То есть имеется в виду хороший и плохой район, когда я рассказываю, это не обязательно именно в тему безопасности, какого-то грабежа, каких-то там убийств. Нет, в этом как раз Буэнос-Айрес почти уже выравнивается. Капиталь Федераль везде следят во всех районах, очень хорошо полиция следит на эту тему. Я имею в виду, что тут как бы вот нету того, к чему я привык, там каких-то магазинов, каких-то овощных киосков, какой-то движухи вот такой вот нету постоянной. Понимаете? Куда пойти? Вот смотрите, что мы видим. Кстати, вот эта машина, да, кости, видите, собирает кости мясные. Есть такие, тоже один из бизнесов, ездят такие машины по овощным магазинам, по мясным магазинам едут и собирает остатки, огрызки от мяса. Потом, наверное, их перемалывает, кого-нибудь скармливает, я думаю. Так что, видите, вот о чем я говорю. Это вот второй овощной магазин сейчас я увидел. Вот, чтобы пойти за овощами, сколько надо пройти. Вот. Нету тут каких-то танцулек, нету тут народу, который, нету тут движухи, что-то купить, что-то сделать. Какой в этом районе мало народу вот ходит по улицам. Какой вы можете открыть себе тут магазинчик, который бизнес, что у вас он пойдет? Только тот, который будет по интернету что-то продавать. То есть можно, конечно, со своего домика или который вы там сняли, склад сделать и продавать по Mercado Libre, типа такая продажа по интернету, сайт наподобие Алиэкспресса, только аргентинского сайта. Да, вот там. Ну, такое что-то можно. А так, кто придет к вам что-то вот по пути здесь купит? Тут никого нету. Вон, ну, собак выгуляли. И сейчас поедем в те районы, которые я рассказывал, что, так сказать, лучше жить. Где больше на город похоже. Хотя это все одно и то же. Это все Буэнос-Айрес. Это все Капиталь Федераль. То есть ничего сверхъестественного. Вон полицейская, увидели первый раз. Видите, вон одну полицейскую. Вон ходит девушка слева. Смотрит за районом. Понятно, то есть тут цивилизация есть, но она вот такая. Вот это я имел в виду, что тут будет скучно жить. Скучно. И думаю, что если, к примеру, тут возвращаться в 10 вечера, так тебе еще и будет немного и страшновато смотреть, не идет ли сзади кто-нибудь за тобой там. Ну, не знаю, мне так что-то кажется. Так, кстати, это же, по-моему, та улица, по которой я все время езжу, и можно на нее свернуть. Ну, в принципе, да.
В принципе, можно. А можно и прямо поехать. Но прямо, наверное, будет не так интересно. Давайте свернем, потому что это тарахкотеть по этим камням. Мне уже, в принципе, райончик мы этот посмотрели. Поедем. Сейчас свернем, поедем в сторону Чакариты. Посмотрим еще тот райончик. Там вот уже больше бизнеса, больше магазинчиков. Тут многие будут говорить, не, ну на Авениде есть магазины, а вот на таких улочках мало. Но дело в том, что все зависит от района. Вот у нас тоже на Авениде, вот даже и Авениды будут отличаться. Вот то, что я сейчас буду заезжать, это тоже Авенида. Видите, тут две стороны едут машины широкими полосами, все, но тут почти нету никаких магазинов нормальных, нету тут ни продажи, ни нормальной, ни одежды, ничего. То есть самое такое необходимое, как в спальном районе, там что-нибудь, какие-то гвозди купить, забить, там овощной магазин, вот смотрю, у меня слева стоит, и все. У нас же на Авенидах совсем по-другому. И даже по простым улочкам. У нас вот, допустим, мы живем тоже на простой улочке за 2 квартала от Авениды, но у нас куча магазинов, куча парикмахерских, куча других магазинов всевозможных, овощных, как мы их называем, китайских супермаркетов, там и еще что-нибудь. Вот район Чакарита. Вот мы к нему уже приблизились, к примеру, да? Вот район Чакарита. Мы тут уже в прошлом видео проезжали. Просто я решил хоть как-то еще по-другому поехать. Сейчас мы поедем все равно немного по-другому все. И посмотрим. То есть, чем ближе туда в сторону Белеграна, тем больше получается немного такой как бы цивилизации, что ли, можно сказать. Вот смотрите, уже сколько магазинов вот в этом райончике. Да, это район как бы связан с тем, что тут ремонтные мастерские, магазины по этому самому, продажи запчастей, кладбище, но все равно тут есть движуха, тут есть куча магазинов, тут есть что купить. Между этими магазинами есть продуктовые магазины, между этими магазинами есть куча всяких киосков. То есть где двигается народ, там и бизнес потом какой-то существует. Если народ не двигается, то там особо и бизнеса нет. Вот. Тому и выбирайте, вот в каком. А есть такие вещи, которые, вот, допустим, микроцентр. Там вроде бы как тоже, я специально теперь назад не так поеду, как мы уже ездили, а поедем сейчас чуть по-другому. Микроцентр. Там ведь тоже народ двигается, но он только днем, а ночью там глушь. Честно говоря, в том микроцентре. Не знаю. То есть надо, как по мне, если ты уж приезжаешь в какую-то другую страну жить, и решаешься на все это дело, то надо и выбирать сначала город, конечно, в каком ты хочешь остановиться, потому что не единственный Буэнос-Айрес существует как красивый город. Конечно, есть и Кордова красивые города, и другие красивые города. Мне вот, к примеру, Санта-Фе не очень понравился. А в Кордове в середине не был, но все люди откликаются очень хорошо. И Мар-дель-Плата на море, и многие города, которые в горах там существуют, и все такое. То есть сначала выбираете город, а потом в этом городе выбираете райончик, который вам может понравиться больше. Так, где-то здесь есть переездик. Переезде где-то в этих райончиках. Вот тут, по-моему. Смогу я тут переехать? Смогу. Так, кто там интересуется заглянуть за горизонт, то у нас вот тут будет этот самый. Сейчас специально так поехал. Будет кладбище Чакарита с левой стороны. Кстати, для поездов какую линию поделали. Видите, как подняли линии поездов на вот эти мосты. Очень круто. Это у нас пригородные поезда там ходят сверху на этих мостах. Так что то, что мы имели в виду хороший район, плохой район, это не обязательно район, который связан с бандитизмом. Это вот район, что там, ну, не знаю, нету таких развлекух, нету народа, нету магазинов. Так, спальный район. То есть ты приехал, поспал, и в принципе, если тебе надо выйти погулять, то тебе надо куда-то поехать, чтобы где-то погулять. Вот. А в нашем районе, к примеру, там Бельграно, там, ну не только Бельграно, я просто живу в Бельграно, рассказываю про Бельграно.
продажа цветов, потому что кладбище напротив, потом продажа всяких цветов, венков, кто там идет на кладбище, он покупает. Видите, тут с правой стороны сколько именно таких цветочных штук. А у нас в Бельграно, в Нунисе, в этом самом Палермо, вот эти все районы, к примеру, да хоть и, не знаю, на Онсе, там, в общем, вот туда вот как-то ближе к этим краям, там ты вышел, говоришь, о, надо где-то прогуляться. Пошел по Вениде, там заглянул в один магазинчик, в другой, в третий заглянул. То есть вот совсем другое. Да? А много народу, значит, много полиции, много шевеления, что ли, можно сказать, народу. Тут какой бизнес вот в этом месте? Овощные магазины, да цветочные, чтобы он продавать. Больше тут ничего особо не откроешь. Кто тут будет за одеждой ходить, вот, к примеру, и там диваны выбирать здесь? Да никто. Вряд ли сюда кто припрется, а именно мебель себе выбирать. Опс, ямка. Мы ее объехали. Но в таких таких районах очень много есть такого бизнеса, который продается по интернету. Я часто приезжаю в такие районы забрать со склада в частном доме какую-то запчасть, которую я купил по интернету. То есть люди стараются так. Если народу тут нет такого, который, как бы проходящего народу, значит, они будут продавать по интернету и отсюда выдавать или отправлять с каким-нибудь мальчиком на мотоцикле или самовывоз, как говорят, приехал, взял. То это да. А теперь вот подъезжаем, чем ближе туда, вот к нашим районам, тем больше уже и многоэтажки побольше, и народу побольше. Видите, уже не так как бы скучноватенько находимся. Так. Вот это я имел в виду. Если есть возможность жить в районе Бельграно, Палермо, вот таких вот каких-то районов, я думаю, вашим детям там будет не так скучно, как те, где мы только что бывали. Так, ну что, да давай прямо поедем за Шемным. Надо же хоть как-то ездить по другим местам, не все по одному. Это район Чакарита. Тут мы уже немного обсмотрели, да, но все равно тут уже побольше будет магазинов, побольше будет всякой движухи. Намного побольше. Явно будет отличаться. Вон, видите, вот мы магазинчики какие-то, кто-то подметает. Продуктовых будет побольше. Вон, полиции побольше. Видите, тут мы уже двух как минимум встретили, которые хотели дорогу перейти. А там мы за весь район встретили одну полицейскую девочку. И все. А в наш приедем, там вообще будет все, как говорят. Даже в то же самое время вся движуха будет уже похлеще. Так вот, пряменько, наверное, и поедем. Ну, а что нам? Сейчас поедем, знаете куда? Поедем мы, наверное, я мог бы свернуть и по прямой поехать, но мы поедем сейчас в район типа Колехиалес, немножко внутри посмотрим. Он как бы при этом самом находится, при Бельграно уже, между Чакаритой, вот где мы сейчас находимся, и Бельграно. А вот все равно будет отличаться. Это тоже такой один из спальненьких районов, но там уже и госпиталя, и супермаркет, и хотя тоже частный сектор, но вот уже вот по-другому. И постройки другие побогаче, что ли, и движуха по-другому. Вот сейчас поедем, поглядим, вот, допустим, Колехиалес. Вот сейчас свернем вот сюда. И вот сюда. Вот, чувствуется разница, уже приближение к какой-то большему там. Вот, в принципе, мы уже и начинаем, вот это как бы уже, сейчас Лакроса это переедем, это и будет уже район Колехиалеса, да? Вот, не знаю, что он так называется.
понятия не имею, что он именно там Колихиалесом называется, что тут такого. Но в то же время, смотрите, это уже совсем по-другому. Уже, если вы обратите внимание, как минимум, пускай оно закрытое, но на всех первых этажах, почти на всех первых этажах уже есть какой-то бизнес. То есть магазинчик чего-то. Уже и нитки, вижу, продается. Вот уже и супермаркет Диа стоит там. Вон уже и какие-то инструменты продаются, салоны машин уже стоят. То есть вот эти я имею в виду, то есть развлекухи. Видите, и овощные здоровенные. То есть тут уже бизнес на каждом нижнем этаже уже какой-то бизнес. Хотя это тоже не центральный район, и не центр города, не надо. Но вот они отличаются. Вот отличаются совсем. Сейчас я буду поворачивать в сторону Бельграно. Если этот мотоциклист от меня куда-нибудь правее или левее уже уедет, он мне уже надоело, свернуть не могу. Блин, на своем этом Red Bull'ем оделся, Red Bull на нем куртка. Вот смотрите. Пау, поедем вот сюда. Насколько видно, лампочки продаются, мебель продается, все продается. То есть уже тут начинается какой-то бизнес. Уже тут совсем вот по-другому все. Видите? Вот вам и районы Буэнос-Айреса, которые лучше, которые хуже. Уже тут себя чувствуешь как-то более просторней. Ну, многие скажут, я привык в частном доме жить, я хочу в частном доме. Ну, в любом из этих районов есть частные дома. В Бельграно тоже есть частные дома. Пойдите чуть-чуть в сторону Либертадора, это будет район Бельграно, там будет куча красивых, здоровых частных домов, двухэтажных, трехэтажных. Ну, то есть таких. Вот. Видите, супермаркеты, и вот Carrefour уже у нас тут стоит, здоровенный маркет. Все уже есть. Тут раньше. А туда, если правее пойти несколько квадратов, там вообще хорошие такие дома частные, прямо красивые, хочется походить и посмотреть. То есть есть такие шикарненькие. Такой бы и себе захотелось жить в таком. И в конечном итоге мы сейчас приедем в район Бельграно. И увидим, как он будет отличаться от всего этого дела. Опять эти мясо собирают. То, что я рассказывал, кости. Не мясо, а кости собирают. Вон два на машине, один за бортом висит. И перебирает по дороге эти кости. Это еще работа, блин. Свернули. Вот, в принципе, под этим мостом, где железная дорога, и Колихиалес и заканчивается. Вот это уже будет называться, ну, может, не так прямо, сейчас начну спорить, не на той улице, а на той улице заканчивается. Но вот, в принципе, где-то здесь считается, что Колихиалес заканчивается и начинается Бельграно. Вот сейчас мы, вот поэтому выедем в наш, как говорят, вот это не авенида. Это Бельграно, но не есть авенида. Специально стану. Все равно сейчас переключится вот так. Но смотрите, уже совсем другие постройки. Хотя это в глубинке Бельграно. И чем ближе до авениды, тем будет все круче, круче и круче. Вот здесь мне, к примеру, больше всего нравится вот этот район. То есть не конкретно та улица, где мы живем, пускай будет вот эта улица, вот Вирей-дель-Пино. А переехать как бы Кабильдо-авениду. И тоже по этому району в середине, там тоже очень довольно там красиво, хорошие квартиры, хорошие дома, есть и частные, есть и здоровые. Ну, одним словом, вот и выбирайте, где, как вы считаете, вам будет
интереснее, где вы будете спокойнее, если ваши дети пойдут где-то к друзьям гулять и будут ночью возвращаться. Вот в том районе, где мы были, или вот в этом районе, где мы сейчас едем. Вот это про это и мы говорили. Хороший район, плохой район. Даже не говорить о том, что там вижа, не вижа, а просто по районам. Если посмотреть. Смотрите, весь нижний этаж это все бизнес. Какой бы он ни был этот магазин, но это все бизнеса. А еще многие в квартирах бизнеса имеют. Всякие врачи там принимают, все, у них свои кабинеты вот в этих самых квартирах здесь. Так, ну вот. Переехать эту авениду будет еще круче, домики и все такое, но мы поедем по авениде. И вот теперь смотрим вот нашу авениду. Мы там ездили по их авенидам в тех районах, теперь по нашей поедем. Видите? Все шикарные магазины. Еще закрыто, сейчас времени 8:58 и выходной день. Соответственно, конечно, магазины откроются в среднем в 10 часов. Некоторые пооткрывались, но это совсем другое дело. Это совсем другой райончик. Красивые, здоровые, шикарные тротуары. Вот. Хорошо все сделано для движения. Чистенько. Везде бизнес. То есть ты тут прогуляться даже на квартале можешь. То есть с одного магазина в другой полазишь, зыринг поделаешь, ты уже прогуляешься. Ваша жена сразу успокоится, когда вы ее походите с ней просто по квадре, 3-4 квадры пройдете квартальчика. И все будет круто. Она во все магазины заглянет, все пощупает, все померяет. Даже, может, ничего и не купит, а уже целый выходной день провели с удовольствием. Так. Гоним этот грузовик, чтобы он нам не мешал обзору. О, полицейский на полицейском шастает. Ну вот вам и разница. Надеюсь, что зрительно вы увидели, о чем мы говорим. Хороший район, плохой район. Вон. Направо-налево. Бургер Кинг, банк, Кларо, телефонная компания, Фармасити с другой стороны, магазин на магазину. О, все марочные всякие одежды. Вон впереди Макдональдсы. То есть кинотеатры, здесь куча их, этих кинотеатров, вообще просто куча. Всяких фитнесов, всяких спортклубов там. Все это просто завались. Даже рыболовных магазинов парочка и то найдется. Раньше было больше, но потом, так как в таком районе за грузками особо не бегают, то рыболовных, конечно, здесь меньше. Но по интернету вам все подвезут, все, что нужно. Глядим. Видим, какая красота. Сейчас все откроется, народ повылазит, потому что выходной, любят поспать. Я бы и сам, если бы не по делам, так еще бы, наверное, кофе пил бы. Зато покатались. Пару фильмов покатушек засниму. А потом посмотрим, чем мы дальше займемся. Выходные 4 только начались. Так, радар, камера контроля. Тут висит. У нас надо поаккуратней. Ну, вообще надо в Буэнос-Айресе ездить, стараться не нарушать. Потому что очень дорогое удовольствие здесь нарушать что-нибудь. Я имею в виду правила дорожного движения. То выливается в хорошую копеечку. Притормаживаем, потому что ленточку положили. Щелк. Потому что вечно никто не хочет пропускать тех, кто справа.
Видите, даже вот тоже я говорил, в нашем райончике он китайский магазинчик, вердулерия, то есть овощной магазинчик. И так все одно на одном. Он там в конце квадра еще один овощной магазинчик, ресторанчик. То есть все тут прямо вот парикмахерская, прачечная. То есть тут бизнеса больше, народу больше, погулять есть где, супермаркеты, магазины. Вот, повыносились, смотрите слева, видите, как у нас ресторанчики повыносились вообще на проезжую часть, позагораживали каждый себе и все. Вон велики бесплатные стоят, хочешь бери, то есть нет, сейчас уже они платные, раньше они были полностью бесплатные, сейчас уже там что-то платят. Или какие-то нормы, сколько-то бесплатно, сколько-то платно. Ладно, пошел я. Пока всем.